И вот я думаю, почему мы, славяне, все никак не можем объединиться, да не то что объединиться, даже не можем начать уважать друг друга. Давайте поговорим о том, почему у славян никогда не получается объединиться. Всем привет! Это канал «Славянское дело», по-русски «Деяния славян». Добро пожаловать на наш канал. Давайте сегодня поговорим о том, почему у нас, славян, никак не получается объединиться. К этой теме меня вдохновили комментарии под многими моими видео. И занимательно это у нас получается. У нас, славян, очень много предрассудков друг о друге. И причем у каждой отдельной группы славян есть свои предрассудки о другой группе славян. В чем проблема всех панславистских движений или движений по сближению славян? Проблема, наверное, именно в нас, в славянах как таковых. Очень часто всякие группы, которые говорят про объединение славян, на самом деле говорят о навязывании своей идентичности другим славянам. У нас, славян, не хватает какого-то основного, фундаментального, основного уважения друг к другу. Мы, когда встречаемся, там, русский с поляком, хорват с русским, сербом и так далее, у нас как будто вообще нет никакого желания познакомиться со своим собеседником. Единственное желание, которое у нас есть, это показать себя, показать, насколько мы круче других, и показать, почему все славяне должны объединиться именно под нашей страной, под нашей традицией, под нашими преданиями. То есть, когда встречаются, допустим, представители польского и русского, или украинского и русского, или болгарского и македонского и так далее народов, мы реагируем вот так. Посмотрите на меня, какой я крутой, какая у меня история крутая. Вы все являетесь лишь ответвлениями нашей народности, а то, что вы думаете, что вы какие-то отдельные, это вам всадил либо гнилой Запад, либо отсталый Восток и азиатский мир. Вот и так у нас всегда, со всеми попытками объединить славян. Исторически это часто бывало так, что типа давайте объединимся все под жезлом Романовых, под русским царством, только под русскими все остальные славяне будут свободны. Ну, и в итоге это заканчивалось русификацией. Или также на Балканах подобное происходило, кому известна наша южнославянская история, тоже вроде бы мы все за славянство, а потом оказывается нет, мы не за славянство, а за какую-то отдельную нашу идентичность, и чтобы ее навязать максимальному количеству других славян. Естественно, такие попытки объединения осуждены на то, что они просто не получатся. Потому что кому нравится, когда вы забираете у него все, к чему он привык. Наоборот, желательно было бы, когда мы, как славяне, разные славяне встречаемся, что мы больше, чем хотим показать себя, хотим услышать другого человека. О чем он говорит, как он нам представит свое видение, своей собственной истории, своих собственных взаимоотношений с другими славянами. И знаете, это прям, если вот смотрите или кто-то из вас занимается, исследует историю славянства, всяких движений, которые хотели как-либо сблизить славян, там, в 19-20 веках, очень часто они были сопровождены полным непониманием. И как только все славяне, все разные славяне собирались, оказалось, что для них на самом деле не славянство настолько важно, насколько какие-то отдельные планы для их государства. То есть никогда, по сути, не было между людьми такого искреннего желания, чтобы все славяне объединились, ну, кроме как единиц. Но этих единиц никто никогда не слушал. А мне кажется, как раз, что пора было бы уже нам, славянам, действительно подходить друг к другу с уважением и смириться немного. Вот как раз тут поступить по-христиански. Не подниматься высоко-высоко, а именно смириться, потому что это как раз путь к настоящему сближению. И кто-то мне скажет, да никогда славяне не объединятся. Сколько о нас в истории, в исторических источниках пишут, мы ссоримся, мы постоянно воюем. Ну так скажите тогда мне, Франция, Германия и предки их,
Разве они не воевали там 1000, а то и больше лет? И что потом произошло? Объединились в Евросоюз, и теперь это сильнейшие экономики в Европе. Так вопрос в том, как же научиться уважать друг друга. Мне кажется, что это как раз через более глубокое знакомство с другим народом. Я уже это говорил в нескольких своих видео, но лучший способ для знакомства с некоторым народом — это, конечно, чтобы вы усвоили язык, чтобы вы могли читать в оригинале. И потом, конечно, прочитать несколько книг, хороших, качественных книг о том, как, собственно, какой-то отдельный славянский народ смотрит сам на себя. И вот тогда уже у вас потихоньку будет вырабатываться, развиваться такое, знаете, уважение все-таки к другому человеку. У меня, по крайней мере, это так сработало. И если у вас есть какая-то ненависть, я думаю, что она обязательно искоренится, она обязательно уйдет. Я помню, когда я еще учился в школе, это было достаточно давно, Словения тогда еще не входила в Евросоюз, но все к этому готовилось. И я помню, что у нас это были такие, как, ну не то, что прям уроки, это приходили представители, я сам не понимаю там чего, наверное, движения за Евросоюз, и каждый раз представляли другую европейскую страну. Например, мы могли слушать о Голландии, о Германии, о Франции. То есть они уже так начинали готовить почву для сближения с этой идеей объединения в Евросоюзе. Как раз таким образом, что люди начали знакомиться поближе с историей друг друга и решать вот эти проблемы. Не думайте, что я какой-то там фанат Евросоюза, вообще нет. Но мне кажется, что есть некоторые положительные моменты, на которых можно строить. Хотя как раз то, что я говорю про нас, славян, что мы должны больше познакомиться, поближе познакомиться друг с другом, это не связано с Евросоюзом. Это я говорю из своего опыта, потому что действительно так уважение растет. И на протяжении 10 лет и больше, как я этим занимаюсь, я обнаружил, что действительно мы, как славяне, очень мало друг о друге знаем. И очень мало того в школе проходим. Вообще сосредоточены не на славянский, не на восточноевропейский мир, а на западный. Больше всего времени в Хорватии и в Словении, допустим, уделяется как раз истории западных стран, как будто наше Министерство образования просто хотят, чтобы люди как можно скорее отсюда уехали и желательно куда-то на запад. Конечно, это неплохо все знать, но мне кажется, что минус в том, когда мы о других знаем намного больше, чем о себе. Вот тут, кстати, интересный момент такой. Если бы вы вдруг хотели, чтобы я записал такое видео, я могу сделать обзор хорватских учебников для средних школ, по которым мы занимались, и в этом обзоре рассказать как раз о том, о чем мы, как хорваты, учили о других славянах. И вот я думаю, почему мы, славяне, все никак не можем объединиться, да не то что объединиться, даже не можем начать уважать друг друга. Часто слышу такие стереотипы, допустим, что поляки из-за католичества ушли от славянства и являются предателями славянства. Это, конечно, больше всего приходит из стороны России, ну и также из стороны Польши. Опять же, предрассудки в сторону России, что это какая-то азиатская страна, что это вообще не Европа. И это касается очень часто не только России, а в том числе и Украины и Беларуси, хотя, может быть, немножко в меньшей степени. Вот. И в обществе, конечно, эти, ну, так скажем, условно назовем их элитами, СМИ, политика и так далее, им, кажется, нравится именно такое положение вещей. Хотя намного лучше было бы, если бы мы, допустим, не надо даже о никаком объединении говорить, а просто о нормальных соседских отношениях. Разве не было бы это намного лучше и для нашей экономики, и вообще для всего? И западные славяне жили бы лучше, и восточные жили бы лучше, и южные жили бы лучше. Даже не надо ни о каком объединении говорить, просто о спокойном, соседственном. И часто тоже слышу такие предрассудки, что главная вина в том, что славяне никак не могут объединиться, это в Ватикане, это, конечно, католический Запад, это, ну, кто угодно, только не мы. А также со стороны католических славян говорится о том, что вообще эти русские, все или православные славяне, это все какие-то там, не знаю, чуть ли не азиаты или уже азиаты.
и что это не цивилизация, и что именно это мешает славянам в объединении. Это исторически мы можем посмотреть, допустим, со стороны Польши, сколько было попыток такого объединения северных славян, чтобы просто всех перевести на католичество, когда уничтожены были многие православные храмы, или, вернее, не уничтожены, а просто переделаны. И когда многих людей отвели из православия в католичество. Вот, конечно, много всего плохого между нами было, но думаю, что больше 1000 лет истории нас уже должно как-то подтолкнуть к тому, что то, как мы жили как соседи до сих пор, это не путь. И что так мы ничего хорошего не сделаем. Ладно, я тут сегодня многое наговорил. Пусть это на сегодня будет все. Если вам зримо понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх. Подпишитесь на наш канал, пишите комментарии. А также, это особенно для наших русских зрителей, если вдруг в России отключат доступ к YouTube, все, кто заинтересован, кому славянство не безразлично, могут присоединиться к нашему телеграм-каналу. И там я буду стараться дублировать все видео, которые будут выходить в YouTube. Все в пользу того, чтобы мы, славяне, знакомились друг с другом действительно с уважением и с любовью. До следующего зрива. Пока-пока.